Они выбросили тысячи змей на этот пляж, и в течение многих лет люди гадали, что из этого выйдет. Но 8 лет спустя произошло нечто невероятное, что всех ошеломило. «Мы действительно собираемся выбросить тысячи змей на этот пляж?» Недоверчивый голос Шарлотты эхом разнесся по залу. Как ведущий эколог проекта, она годами боролась со скептицизмом, но даже она засомневалась в этом плане. Майкл Стивенс, архитектор проекта, сидевший напротив, наклонился вперед. Его решимость была непоколебима. «Это не трюк», — решительно ответил Майкл. «Экосистема этого острова разрушается. Если мы не начнем действовать сейчас, то потеряем его навсегда». Остров, по иронии судьбы прозванный мертвым пляжем, когда-то был процветающим прибрежным раем. Годы бесконтрольного туризма, чрезмерного вылова рыбы и инвазивных видов превратили его в бесплодную пустошь. Песчаные просторы были усеяны мусором, растительность была скудной, а популяции птиц практически отсутствовали. Решение, предложенное Майклом, было радикальным — выпустить на пляж 10 тысяч неядовитых змей, чтобы бороться с инвазивными грызунами и вредителями, которые уничтожили экосистему. Эти змеи, в первую очередь крысиные, были выбраны из-за их неагрессивного характера и экологических преимуществ. Идея была основана на научных данных, но большинству показалась странной. Местные рыбаки, такие как Джон Уилсон, которые полагались на воды вблизи острова, громко протестовали. «Вы думаете, змеи это исправят? Вы лишите нас возможности зарабатывать на жизнь», — кричал он во время бурного заседания в мэрии. Реакция была жесткой, но Майкл продолжал настаивать. Он добился финансирования, нанял команду экспертов и организовал перевозку змей. В день освобождения напряжение было ощутимым. Под серым, затянутым тучами небом Майкл и его команда прибыли на остров с десятками ящиков. Когда они осторожно открыли каждую из них, тысячи змей выползли наружу и рассеялись по пустынному ландшафту. Майкл молча наблюдал за происходящим. Его сердце бешено колотилось. Он знал, что это рискованная затея, но также верил, что это их последняя надежда. СМИ и местные жители высмеяли проект, назвав его «Змеиный остров». Социальные сети взорвались, и репутация Майкла пострадала. Тем не менее, он оставался непоколебимым, руководствуясь своим видением восстановленной экосистемы. Первый год был тяжелым. Местные жители часто саботировали проект, ставя ловушки и убивая змей из страха и злости. Команда Майкла обнаружила десятки трупов, отравленных антифризом. Жестокий поступок, который едва не подорвал моральный дух экологов. Но в этом хаосе начали проявляться едва заметные изменения. Популяция грызунов, которую когда-то никто не контролировал, начала сокращаться. Инвазивных крыс, которые лакомились птичьими яйцами, не видели так часто. На дюнах начали появляться зеленые побеги, признак того, что растительность постепенно отвоевывала землю. Но маленькие победы Майкла были омрачены новыми трудностями. Из-за отсутствия грызунов, на которых можно было бы охотиться, некоторые змеи начали забираться в близлежащую рыбацкую деревню, вызывая панику. Однажды утром Джон обнаружил змею, свернувшуюся клубком под его рыбацкой лодкой. Разъяренный, он направился в кабинет Майкла. «Это твоя вина. Ты превратил это место в кошмар», — прокричал Джон и швырнул фотографию змеи на стол. «Я понимаю твое разочарование», — спокойно сказал Майкл. «Но дело не только в змеях. Речь идет о равновесии. Остров выздоравливает, и это приносит пользу всем нам». Джон взорвался, но его это не убедило. Враждебность среди местных жителей оставалась сильной, и Майкл знал, что ему нужно завоевать их доверие. Он организовал общественные семинары, приглашая местных жителей узнать о целях проекта и долгосрочных преимуществах восстановленной экосистемы. Постепенно некоторые начали осознавать потенциал. Спустя 3 года после начала проекта изменения стали более заметными. Трава и кустарники распространились по дюнам, стабилизируя песчаный ландшафт. Перелетные птицы осторожно возвращались, и их гнезда были усеяны зеленью. Змеи, которые теперь обосновались на месте, охотились на инвазивных крабов, поселившихся в этом районе.
Но как только ситуация, казалось, улучшилась, возникла новая проблема. Майкл обнаружил, что некоторые грызуны приспособились, находя способы избегать змей. В то же время популяция инвазивных крабов росла быстрее, чем ожидалось, угрожая хрупкому равновесию. Столкнувшись с этой неудачей, Майкл завез на остров королевских змей. Известные своей способностью охотиться как на грызунов, так и на других хищников, они казались идеальным решением. Однако этот шаг вновь вызвал напряженность в местной среде. Вы просто добавляете больше змей. Как это может что-то решить? Джон спорил во время очередного заседания. Майкл объяснил научный расчет этого решения, но недоверие осталось. Ситуация достигла точки кипения, когда группа рыбаков незаконно установила ловушки на острове, поймав и убив несколько змей. Майкл сообщил об инцидентах властям, которые наложили штрафы и ограничения на нарушителей. Противостояние углубило разногласия между командой охраны природы и местными жителями. Несмотря на неудачи, Майкл отказывался сдаваться. «Природа не исцеляется в одночасье», — напомнил он своей команде во время особенно сложной недели. «Но если мы будем придерживаться курса, то увидим результаты». Спустя 5 лет после начала проекта слухи о переменах начали распространяться по близлежащей деревне. Джон Уилсон, некогда самый громкий критик, начал замечать то, чего раньше не замечал. Уже несколько лет можно наблюдать, как стаи рыбы возвращаются в воды вблизи острова. Его сети, которые в течение 10 лет оставались почти пустыми, теперь были полны рыбы с блестящей серебристой чешуей. Сначала рыбаки сочли это простым совпадением. «Это просто удачное время года», — бормотали они. Но шли месяцы, и тенденция сохранялась. Возвращение рыбы вдохнуло в деревню новую жизнь. Семьи, которые с трудом сводили концы с концами, наконец-то смогли позволить себе ремонт своих домов. А дети, которые бросили школу, чтобы помочь родителям ловить рыбу, смогли вернуться к занятиям. Несмотря на это, многие жители деревни по-прежнему возмущались Майклом и его проектом. Они настаивали, что это не из-за змей. Океан не нуждается в спасении. Майкл, однако, спокойно наблюдал за изменениями. Он знал, что возрожденная растительность на острове стабилизировала береговую линию, уменьшив эрозию и создав более здоровую среду обитания для морских обитателей. Однажды, когда Майкл проводил исследования, к нему неожиданно пришел посетитель. Джон стоял на краю пляжа с настороженным выражением лица. «Ты был прав, рыба вернулась», — неохотно признал он. Майкл улыбнулся. «Дело не только в рыбе, Джон. Речь идет о том, чтобы дать экосистеме шанс восстановиться». Воодушевленный переменой взглядов Джона, Майкл организовал встречу с рыбаками, чтобы обсудить методы устойчивого рыболовства. Он объяснил, как чрезмерный вылов рыбы может свести на нет весь достигнутый ими прогресс, и предложил ввести квоты на вылов рыбы для поддержания баланса. Это предложение вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые увидели мудрость в словах Майкла, в то время как другие возражали против ограничений. «Почему мы должны следовать вашим правилам?» — спросил один рыбак. «Это наш источник средств к существованию». Прежде чем Майкл успел ответить, Джон встал и сказал: «Потому что это касается не только нас, но и наших детей. Мы годами черпали из этого океана, ничего не отдавая взамен. Теперь наша очередь защитить его». Слова Джона имели вес, и постепенно сообщество начало принимать идею работать с Майклом, а не против него. Чтобы укрепить партнерство, Майкл предложил инициативу по развитию экотуризма, в рамках которой посетители могли бы узнать о восстановлении острова и его влиянии на морскую флору и фауну. Этот план не только принес дополнительный доход деревне, но и вызвал чувство гордости у жителей. По мере того, как остров процветал, крепли и связи между Майклом и местными жителями. Однако Майкл знал, что им предстоит пройти еще долгий путь. Прошло 8 лет с тех пор, как Майкл Стивенс и его команда выпустили на остров тысячи змей. Результаты реставрационных работ превзошли все ожидания. Мертвый пляж, над которым когда-то насмехались, теперь был неузнаваем. И все же Майкл не мог избавиться от ощущения, что за этим кроется что-то более глубокое. Загадка, которая ждет своего разгадывания. Затем произошло нечто невероятное.
Во время последнего в том году обследования Шарлотта, ведущий эколог Майкла, сделала важное открытие. Из-под корней дерева вытекал небольшой ручеёк пресной воды. На засушливом острове это было беспрецедентным событием. Тесты подтвердили, что это была часть подземного резервуара, долгое время скрытого, но теперь всплывшего на поверхность благодаря обновленной растительности. По мере дальнейшего изучения острова команда обнаружила еще несколько пресноводных ручьев, пересекающих остров. Майкл осознал косвенную роль змей в возрождении пресноводной экосистемы. Новость взбудоражила сообщество, а Джон, который когда-то был критиком, стал убежденным сторонником. «Ты спас не только пляж», — сказал он Майклу. «Ты спас всех нас». Остров, переименованный в реновационный пляж, стал мировой сенсацией, привлекшей экологов, журналистов и туристов. Он был объявлен охраняемым экологическим заповедником со строгими квотами на вылов рыбы и ограниченным доступом к экотуризму. На экскурсиях с гидом было продемонстрировано, как остров преобразился. Дельфины прыгали в воде, птицы гнездились на деревьях, а дюны покрывала пышная зелень. Джон, уже пенсионер, стал гидом и с гордостью рассказывал историю о неожиданной роли змей в спасении их дома. Дорогие зрители, как вы думаете, люди больше помогают или мешают природе сохранять равновесие? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.